the pack, one of the finest girl singers in the country today, Miss Dusty Springfield. Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Сегодня мы поговорим о женщине, чей потрясающе сексуальный голос сводил с ума не одно поколение мужчин и женщин по всему миру. Эпатажное поведение на сцене рождало массу слухов и кривотолков у многочисленных завистников и просто любителей свежих сплетен. А все модницы Великобритании 60-х годов запасались пергидролем и ярко подводили глаза, так как это делала она, несравненная Дасти Спрингфилд. А теперь, друзья, давайте заглянем чуть глубже в самое детство этой неповторимой дамы, в те годы, когда вместо студийных наушников были уличные игры и пластинки на патефоне. Родилась она 16 апреля 1939 года, но ее полное имя звучит так, будто сочинено для мессы. Мэри Изабель Кэтрин Бернадетт О'Брайен, второй ребенок в семье двух ирландских иммигрантов. Атмосфера в семье, тут все было живо. Средний класс, да, комфорт, да. Но под этим фасадом бурлила настоящая ирландская драма. Отец перфекционист до мозга костей, мать полна невысказанных обид. И что делали взрослые, когда слова не помогали? Правильно, швыряли еду. Да, за семейным столом не редкость был полет картофельного пюре через всю кухню. И заметьте, эта привычка сохранилась у брата и сестры и во взрослом возрасте. А прозвище Дасти – пыльная. Она получила не в пыльной студии, а в пыли уличного футбола. Маленькая Мэри, настоящий томбой, играла с мальчишками, гоняла мяч, пачкалась, и отсюда и кличка. Отец, этот ирландец из Индии, брал дочь за ладонь и выстукивал ритмы, а она должна была угадать. Это Гершвин? Это Роджерс и Харт? Слушали Коул Полтера, Глена Миллера, Дюка Эллингтона, а в ее личных кумирах Пегги Ли и Джо Стаффорд, голоса в которых дым, шелк и нотка грусти. И вот в 12 лет наша героиня уже стоит в музыкальном магазине в Иллинге, записывает свое первое выступление. Ребенок, а уже чувствует блюз и тянется к тому самому звуку, который позже сделает ее королевой. После школьных парт наша героиня не пошла в бухгалтеры, не уехала в монастырь и даже не стала писать стихи в подвале. Нет, она запела, и не где-нибудь, а в фолк-клубах рядом с родным братом. Но вот, 58-й год, Мэри видит объявление в легендарной театральной газете The Stage. Ищем певицу в женское трио. Откликнулась. И бац, вошла в группу The Lana Sisters. И да, несмотря на название, сестрами они не были, просто две девушки решили, что так звучит солиднее. А наша Мэри, она переродилась, постриглась, сняла очки, освоила макияж и, главное, начала учиться быть звездой. В 60-м году брат Дасти и его друг Тим Филд организовали уже свой музыкальный коллектив The Kensington Squares. Вскоре к ним присоединилась и теперь уже экс-вокалистка Lana Sisters. Приятный весенний день и фамилия Тима вдохновили на подходящее название для нового трио The Springfields. Там певица и взяла себе псевдоним Дасти Спрингфилд, а ее брат Том Спрингфилд. Молодые музыканты быстро сыгрались и получали настоящий кайф от того, что делали. Спустя некоторое время в коллективе произошли изменения. На место покинувшего группу Тима Филда
пришел Майк Хёрст. И не зря. Трио стало еще более успешным. The Springfields становится лучшей британской вокальной группой по опросам New Musical Express 2 года подряд, в 61 и в 62 годах. Продолжилась вся эта история весьма респектабельно. Первый контракт, солидная фирма Philips Records, уже в 62 году успех в Америке. Да, еще до того, как из Ливерпуля донесся этот всесокрушающий бит. Британский фолк прорвался за океан. Казалось бы, вот он, трамплин, прыгай выше головы. Но не тут-то было. Трио Springfields, едва взлетев в 63-м, распалось. А судьба, между тем, уже вела нашу героиню своим путем. Забросила ее как раз в Штаты. И вот однажды в Нью-Йорке она услышала ритм-блюз. Это, как говорится, был тот самый роковой случай. Не песня, а пощечина. Музыка, от которой в жилах стынет не кровь, а наоборот все закипает. С первых же нот все, пиши пропало, Дасти влюбилась. Бесповоротно и окончательно, и не мудрствуя лукаво, принимает решение. Группе до свидания. Здравствуй, сольная карьера. Только в этом новом, сочном негритянском стиле. А что же брат Том, спросите вы? А Том он парень не пропащий. Он просто переместился за кулисы. Там он и развернулся, писал песни, крутил ручки в студии, творил тихую магию. Особенно, конечно, прогремел с австралийцами The Seekers. Но сестренку тоже не забывал. Как-то подумал, а не написать ли песенку для Дасти. И написал. В 64-м эта вещица Losing You стала ее британским хитом. Вот такая семейная история. Опыт фолк-певицы был оставлен в прошлом, как и бесформенные юбки и прочие нелепые наряды. Для того, чтобы создать новый образ, Дасти перекрасилась в пепельную блондинку, изменив свой натуральный слегка рыжеватый цвет волос. Кроме пышной шевелюры, визитной карточкой Springfields стали ярко подчеркнуты обильным количеством косметики глаза. Такой макияж мгновенно стал популярен среди многих англичанок. И вот ноябрь 63-го. Мир еще дышит по-старому, но уже чувствует, как где-то скребется в дверь будущее. И из этой двери выходит она, новая, с синглом «I Only Want To Be The View». Представьте себе, если бы Дину Вашингтон и Фила Спектора соединили в одном творческом порыве, да добавили бы туману с Темзы, вот это звучание. Автор Айвар Реймонде, продюсер великий Джонни Франц. Аранжировка, целая стена звука, медь, струнный, хор девушек где-то на втором плане. Все гудит, переливается, блестит, как ее новые волосы под софитами. Влияние. О, да это весь тот чернокожий рай, который она привезла из Нью-Йорка в своем сердце. И в январе 64-го эта песня номер 4 в британском хит-параде. Рядом с ней Beatles с I Want To Hold Your Hand. И ее песня не просто хит. Это песня 18 недель в чартах. В то время это было как вечность. О, этот голос! За него-то ее и прозвали белой негритянкой. И она носила это прозвище не как клеймо, а как орден, с гордо поднятой головой все 60-е. Но ухо у нее было поистине интернациональным. Она не замыкалась в одном только ритм-блюзе. И вот история, достойная кино. 65-й год, Италия, солнце, море, фестиваль Сан-Ремо. Дасти там выступала, но до финала, увы, не дошла. И осталась просто зрительницей. И вот со сцены льется песня «Мне не жить без тебя» Пино Донаджо. Мелодия, которая обнимает тебя, как теплое средиземноморское солнце.
И знаете что? Она не понимала ни слова, но мелодия попала прямо в сердце. Она плакала, сидела в зале и плакала. Вот такая сила у настоящей музыки. Ей не нужны слова, чтобы добраться до самой сути. Вот так вот. Вернулась она из солнечной Италии с этой мелодией в голове, как с драгоценной инфекцией. И говорит друзьям: напишите мне слова, английские слова на эту музыку. И написали. Но это было только начало. Потому что потом началась студийная битва. Понимаете, она ее не пела, она ее высекала из камня. Дубль за дублем, нерв, напряжение, еще раз. И так 47 раз. 47! На 47-м дубле она, наконец, откинулась назад, выдохнула и сказала: «Все, это оно». И знаете что? Она была права. Выпустили они этот сингл в 65-м, и понеслось. Британские чарты покорены. Первое место. Американский. Четвертое. Голос, раздирающий душу. Аранжировка монументальная, как собор Святого Павла. Это была уже не просто песня. Это был оперный спектакль длиной 3 минуты. Триумф, абсолютный и безоговорочный. А все началось с тех самых слез в зале Сан-Ремо, где она не поняла ни единого слова. Вот такая алхимия, дорогие мои, из итальянской соли, английского текста и ее сиплого бессонного голоса родилось чистое золото. Да, с этого момента пошла ее золотая полоса. Машина работала как часы. С 63 по 70 18 синглов в американской сотне. 18! Ее личный трамплин в новый свет. 5 раз ее признавали лучшей британской певицей. Официально, с грамотами и рукопожатиями. И у нее было свое шоу на BBC. Она туда приглашала и Тину Тернер, и Джимми Хендрикса. Она не просто пела, она создавала свою вселенную, где царил ее вкус. А это прозвище «Белая негритянка». Его, говорят, обронил со своей фирменной кислинкой сэр Клифф Ричард. Но знаете что? Она его отвоевала, превратила из колкости в титул. И потом его уже произносили с уважением: «Белая королева ритм-блюза». Звучало как дворянское звание. Но вот что интересно. В 69-м она забралась на самую высокую, самую извилистую гору. Песня «The Windmills of Your Mind». Музыка от того самого Мишеля Леграна, французского виртуоза. Эта штука как лабиринт, как спираль. И ее версию многие считают эталонной. Хотя, признаюсь, мне она больше знакома в мужском исполнении. Ноэль Харрисон пел ее в 68-м в афере Томаса Крауна. А потом, 30 лет спустя, туда же вписался и Стинг в ремейке. Но версия Дасти, она другая. В ней нет мужской рациональности. В ней чистая, почти истеричная чувственность. Как будто она есть та самая мельница, которая мелет мысли, воспоминания и сожаления. Вот это, понимаете, и есть главная тайна. Она не исполняла музыку, она ею болела. Она в ней погружалась как в горячую ванну с головой и не выныривала, пока не начинала задыхаться. Это был не звук, это была плоть и нерв. Она брала все: поп, джаз, итальянскую слезу, бразильскую боссанову, черный как смоль ритм-блюз. Все в один котел. И на выходе алхимия, чистейшее золото, которое било током. Оно не просто нравилось публике, оно ее разрывало изнутри. А про работу. Вот вам история от самой Дженнис Йен. Великий, между прочим, автор. Так вот, когда Дасти записывала ее вещь «In the Winter», Дженнис сказала: «Я поняла, больше никто и никогда не окажет мне такой чести.
Потому что Дасти, она буквально убивала себя на записи, отдавала всего, каждый мускул, каждый вздох. Дженнис Йен говорила: на свете не так уж и много певцов, которых я просила спеть мои песни. Но Дасти одна из них. И это один из тех моментов, которым я больше всего в жизни горжусь. Так что, когда вы слышите ее хриплый голос, помните, это не просто хрипотца. Это следы от тех душ, которые она прожила в каждой песне. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Все ссылки оставил в описании под видео. Ах да, Рэнди Ньюман, Гофин, Кинг. Это вам не последние люди в музыкальном цеху. И для них она была не просто певицей, она была интерпретатором, хирургом, который вскрывает песню и находит в ней сердце, о котором не подозревал даже сам автор. Ее репертуар – это атлас анатомии великой поп-музыки. К 70-м она была уже не просто звездой, она была институцией. Одна из величайших, и самое главное, она стала сама себе хозяином. Менеджеры, продюсеры, которые диктуют, что петь. Фу! У нее было чутье, прекрасное чутье, как говорили те, кто ее знал. Она сама отбирала материал, сама выстраивала звучание, сама руководила процессом в студии. Она была продюсером в полном смысле этого слова. Но вот парадокс. В титрах ее имя в графе «продюсер» не значилось. Почему? А потому что женщина-продюсер в те годы это было нонсенс, чудовище из цирка. Так что ее гений в этой области оставался невидимым, подпольным, признаваемым всеми в кулуарах, но не в официальных бумагах. И тут начинается трагедия. Ее альбомы 70-х. В них есть поистине великолепные вещи, сокровища. Но она стала заложницей. Заложницей собственного таланта, собственного безупречного вкуса. Она чувствовала музыку будущего, слышала какие-то новые миры, но не могла найти им выход. Не могла пробить стену ожиданий, стену собственного же созданного совершенства. Как будто ее голос и ее душа опередили само время, а технологии индустрии за ними не поспевали. Она была как виртуоз, запертый в идеально акустической, но абсолютно пустой комнате. Она реализовала себя полностью и уперлась в потолок, который сама же и возвела. Это была не творческая смерть, понимаете? Это было творческое чистилище. И вот в 73-м перелом. Она срывается с якоря и плывет на запад, к солнцу, к пальмам, в Лос-Анджелес. Бегство или паломничество. И то, и другое. Америка. Она встретила меня очень хорошо и вместе с тем очень плохо. Скажет она потом. Это ключ ко всему. Снаружи солнце, бассейны, студии, вся эта мишура успеха. Внутри холодный ужас. Страхи и сомнения, которые росли, как тропические лианы, опутывая душу. А давление, оно шло со всех сторон. Творческий голод, она чувствовала, что может больше, но не знала, как прорваться. И этот вечный злобный шепот за спиной. Сплетни о ее личной жизни, о ее наклонностях. В те времена это было не просто личное дело, это было клеймо, оружие. И она такая честная на сцене, до слез, до разрыва. Она хотела той же честности и в жизни. И в одном роковом интервью британскому журналисту, как его, Рэю Коннелли, она сказала это прямо, что девушка может потрясти ее так же, как и парень. И все.
Это интервью стало ее тенью, длинным уродливым шлейфом, который тянулся за ней через океан. Только ленивый не обсуждал, как говорится. И где же искать убежище от этого ада? На дне стакана, на дне бутылки. Это стало ее новой темной верной компанией. Алкоголь притуплял боль творческой неудовлетворенности и глушил гул сплетен. Но он же медленно гасил тот самый огонь, ту самую хрипотцу, которая делала ее великой. Очередное интервью. Лос-Анджелес Фри Пресс. Журналист Крис Ван Несс. Она решила расставить все точки над «и», но получились не точки, а раны. Она сказала это прямо, жестко, со всей болью, которая в ней кипела. Люди говорят «лесбиянка, лесбиянка». А мне бы хотелось соответствовать стандартам, но я не могу любить мужчину. Мужчины меня пугают. Она надеялась, что эта исповедь принесет облегчение, как вскрытие нарыва, но получилось наоборот. Гнойник лопнул, и грязь хлынула с удвоенной силой. Пересуды, злословие, презрение. Она пыталась спрятаться от этого в творчестве, но стрелки ее жизни уже безнадежно переключились на другой путь. Темный. Алкоголь стал не утешением, а необходимостью. Потом пришли наркотики. Знакомая из Лос-Анджелеса, бизнес-леди, говорила позже. Когда я познакомилась с Дасти, она была почти невменяемой. Самый милый, прекрасный человек и самый опасный для самой себя. Она пила, кололась, резала вены. До чего же она была уязвима. И на этом фоне творчество. 73-й год. Очередной альбом и синглы. Они провалились. Не просто не стали хитами, они прошли вообще незамеченными. И это был приговор. Она сама сказала тогда: «Я чувствовала себя абсолютно чужой в Лос-Анджелесе. Мне не нравилось мое пение. Я не знала, могу ли еще отличить хорошую песню от плохой. Когда все пошло не так, я впала в депрессию и потеряла несколько лет». И вот, казалось бы, точка. Конец 70-х, тяжелый, темный, бездонный. А 80-е и вовсе творческая пустыня. Она сама поставила крест. Считала, что ее звездные часы отзвонили навсегда, что возвращение — это фантастика. Она была готова остаться в прошлом, как пожелтевшая фотография из глянца. Но музыка штука ироничная. Иногда ее ангелы приходят в самых неожиданных обличьях. Например, в виде двух скромных, очкастых парней из Лондона. Один литератор, другой технарь. Нил Теннант и Крис Лоу. Pet Shop Boys. Они ее боготворили. Для них ее голос был не реликвией, а живым, дышащим инструментом, идеально подходящим для их холодноватых, умных, дискотечных меланхолий. Их мечтой было услышать, как этот голос поет их песню. И в 87-м они набрались смелости и пришли к ней с просьбой. И знаете что? Она согласилась. И родилась эта странная, гениальная алхимия. Прожитый, страдальческий голос из 60-х и безупречные, блестящие, как хром, электронные биты 80-х. Песня «What have I done to deserve this?» И она взорвалась. Взлетела на самые вершины по обе стороны Атлантики. И это был не просто хит, это было воскрешение. Феникс, восставший не из пепла, а из синтезаторных сэмплов. Карьере Дасти Спрингфилд был дан не просто толчок. Ей вручили билет в настоящее. Оказалось, ее голос, ее боль, ее уязвимость — это именно то, чего не хватало холодному, расчетливому миру поп-музыки 80-х.
И это, понимаете, было только начало, как глоток чистого воздуха после долгого затворничества. Pet Shop Boys не просто записали с ней один хит и ушли. О, нет. Они стали ее творческими ангелами-хранителями. Нил и Крис написали для нее целую россыпь песен для альбома, который она назвала с иронией и прямотой «Репутация». Ту самую, которую она когда-то потеряла в пучине сплетен, а теперь собирала по крупицам, но уже на своих условиях. И альбом этот в Европе был принят на ура. Критики ахнули. Она вернулась. Не как пародия на себя, а как актуальная, мудрая, звучащая современная артистка. Правда, в Штатах его, увы, так и не выпустили. Старые демоны американского рынка все еще дремали в углу. Но, что куда важнее чартов, она ожила. Впервые за много-много лет депрессия, этот тяжелый свинцовый плащ, начал спадать с ее плеч. Появилась энергия, идеи, желание снова творить, записывать, быть. Она выглядела обретшей мир, наконец-то помирившейся с самой собой. После всех этих лет бегства от Англии, от сплетен, от самой себя она, казалось, нашла тихую гавань. Не в прошлом, а в новом, неожиданном настоящем, которое подарили ей два фаната с синтезаторами. Вслед за внутренней гармонией пришел и успех на музыкальном поприще. К огромному удивлению Дасти, ее песня 68 года «Son of the Preacher Man» внезапно, через 20 с лишним лет, попадает в саундтрек фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». И эта запись, эта старая дымная пластинка приносит Дасти ее первую в жизни платиновую сертификацию. Первую после всех хитов 60-х. А история у песни – отдельный детектив. Написали ее Джон Херли и Ронни Уинкс. История, понимаете, пикантная. Девушка и сын проповедника. Пока отцы беседуют о божественном, молодежь на заднем дворе постигает науки совсем иного свойства. Изначально эту песню предлагали самой Аретте Франклин, королеве соула, но Аретта, которая и вправду была дочерью проповедника, сочла текст неподобающим, слишком скабрёзным, отказалась. А через год после того, как версия Дасти грохнула по всем чартам, Аретта передумала. Записала свою, и вот что потрясающе. Пиетет Дасти перед Ареттой был так велик, что она признала, версия Аретты лучше. И сама стала петь ее в этой манере. Вот это класс, понимаете? Вот это уважение к великому искусству. Но Тарантино, он выбрал оригинал, дастинский. И он рассказывал, что сцену ту, где Винсент Вега идет к Мии Уоллес, а она с ним через домофон кокетничает, он вынашивал лет 6-7 и говорил прямо, не получи он права на эту песню, сцены бы этой не было вообще. И вот она снова там, на самой вершине. После всех падений, забвений, темных лет она взобралась обратно. Ее имя снова гремело. И этот успех, этот чистый заслуженный воздух, он окрылил ее. Она с новой невероятной силой бросилась в работу, в альбом, который должен был стать ее выстраданным манифестом. Само название говорит само за себя. Очень прекрасная любовь. Она вкладывала в него все, всю накопленную за годы страданий мудрость, всю нерастраченную силу, всю ту огромную любовь к музыке и жизни, которая, казалось, только окрепла в горниле испытаний. Это должна была быть ее победная симфония, ее финальный великолепный аккорд в карьере.
И вот в самый момент, когда запись была практически завершена, в 94-м пришел удар. Не от критиков, не от равнодушной индустрии, а от собственного тела. Врачи обнаружили рак груди. Все остановилось. Выпуск альбома отложен. Концерты отменены. Вместо студии больничные палаты, химиотерапия, борьба. Не за славу, а за жизнь. И она сражалась, как и всегда, с полной отдачей. И в 95-м, уверенная, что победила, что болезнь отступила, она вернулась на сцену. Снова. Казалось, этот круг страдания и возрождения должен был, наконец, замкнуться в ее пользу. К сожалению, надежда, эта хрупкая, упрямая птица, снова улетела. В 97-м болезнь вернулась, и началась последняя, самая тяжелая битва. Битва, которую уже невозможно было выиграть, но которую можно было вести с честью. И она вела. И вот в эти последние месяцы к ней пришло официальное признание. То, о чем, может, и не мечтала в юности, но что по праву заслужила всей своей жизнью. Орден Британской империи. Высочайшая награда. Она узнала о ней в больничной палате. Не на сцене, не в свете софитов, а там, где боролась за каждый день. И была еще одна весть. Ее имя должно было быть внесено в зал славы рок-н-ролла. В пантеон бессмертных. Она знала об этом. Ждала, как последнего, самого важного свидетельства того, что ее голос, ее путь, ее борьба не напрасны. Что они навсегда вписаны в историю. Но она не дождалась. 2 марта 99 года, за 13 дней до церемонии, ее не стало. И вот финальный аккорд. Ее отпевали не в лондонском соборе, а в тихом, уютном городе на Темзе Хенли-он-Темс. Но тишины не было. Был город, вышедший проститься. Толпы людей, цветы, слезы. Говорили, это было очень похоже на прощание с Дианой. Еще одна народная принцесса, ушедшая слишком рано. Пришли коллеги, те, кто знал ее величие и ее раны. Лулу, Элтон Джон, Элвис Костелло, Нин Теннант из Pet Shop Boys, тот самый, кто когда-то подарил ей билет обратно в настоящее. И музыка. Она окружала ее всю жизнь и проводила в последний путь. Не похоронный марш, а ее же песня «Son of a Preacher Man». Тот самый хит, что воскресил ее славу для нового поколения. В тот день ее спела Мелисса Этеридж, с той же силой отдавая долг одной королевы другой. А потом кремация. И прах Мэри Изабель Кентрид Бернадетт О'Брайен, той самой Дасти Спрингфилд, развеяли над Ирландией, над землей ее предков, туда, где дуют ветра, поющие старые баллады. Она искала дом всю свою жизнь. В музыке, в Америке, в успехе. Наверное, нашла его только теперь. В небе и в памяти. В каждом обороте виниловой пластинки, в каждом хите, который прорывается сквозь время своим сиплым, бесконечно живым голосом.